Это видео про подводную охоту, все правильно. Но сначала я хочу погрузить вас в контекст предыдущих дней. Последних дней. Происходила куча абсолютно идиотских событий, которые не позволяли мне нормально заниматься двумя любимыми вещами. Подводной охотой и съемкой видео. Я пошел на охоту. Моментально стрельнул рыбу, а она утащила мой гарпун в камни. Я не смог его достать. Он там застрял. Я тоже допустил ошибку, я начал его дергать, он там и его расперло. Я заказал гарпун. То была пятница, и мне пришлось ждать 3 дня до момента, когда я могу забрать этот гарпун. Я поехал за гарпуном, все поменял, готов идти на подводную охоту, снимать видео. И у меня отказывает триггерный механизм на ружье. Я не могу стрелять. Я возвращаюсь домой, чиню все, иду на пляж, проверяю этот триггерный механизм, стреляю 6 раз, все прекрасно. Иду на охоту на следующий день, бац, опять не работает, опять сломался. В тот же день у меня ломается компьютер. Я не могу монтировать видео, он просто перестает заряжаться. Столько бреда, но я это все преодолел. Я тут, завтра я иду на подводную охоту. Я все заменил, все поменял, все починил, все должно быть хорошо. Наконец-то. Завтра. До завтра. Завтра до завтра. А вот и оно. Наконец-то нормальная подводная охота. Есть небольшая надежда, что ничего не сломается в этот раз. Очень надеюсь. В прошлые разы видел очень много барракуды и очень много луфаря. Так что это и есть цель, потому что кефали я уже настрелял достаточно. Ее чуть-чуть больше, чем нужно. Ее всегда можно подарить. Так что сегодня я настроен на хищников. Произошло небольшое потепление, и море ожило. Или ожило. Ожило. Или ожило. Да, жизнь так и блещет. Очень много рыбы. Кефаль, как угорелая, бегает вокруг гигантскими стаями. Я недавно обсуждал со своей подругой эту тему. Что же это все-таки значит, когда ты сталкиваешься с таким большим количеством препятствий, занимаясь тем, что ты любишь, чем-то очень важным для тебя? Стоит ли тебе сменить вектор? Что тебе надо из этого понять? О чем тебе говорит этот мир? И я провожу эксперимент. Я не обращаю внимания на это совершенно. Я просто делаю абсолютно все то же самое. Я просто долблюсь, как баран, в одну и ту же точку. Просто каждый день иду, ныряю. Первую половину дня я трачу на то, чтобы что-то починить. Вторую половину дня я трачу на то, чтобы нырять. А третью половину дня я трачу на то, чтобы прибраться после того, как я понырял и починил что-то. Ну, то есть я хожу примерно вот так. Мы на месте. Сейчас покажу ружбайку. В общем, какие модификации я произвел с ружьем? Как мы помним, мой гарпун где-то между камней. Так что тут новый прикольный гарпун от Seagull. Хороший гарпун, очень хороший. Новые тяги. 2 14 тяги. У меня стояли 16-е, и я не мог их зарядить 2 сразу. Просто потому что баррель, так называемый, вот эта вот часть ружья, начинала немного выгибаться и терялась точность. С алюминиевыми ружьями это большая проблема. Поэтому я подумал, что если заменить тяги на 2 14-е, то это будет как раз то, что нужно. У меня сломался триггерный механизм, поэтому я поставил сюда лучшую рукоятку, которая есть на рынке.
Hermes Аватар. Я просто в шоке. Я никогда не пользовался настолько нежным триггером. Это просто бомба. Сейчас протестируем. Буквально через минуту, натыкаясь на свою первую кефаль, прицеливаюсь и делаю выстрел. И в этот момент я понимаю, что ружье работает так, как нужно. Очень нежно, мощно, точно. Все класс. Еще одна кефалька идет мимо меня. Я плавно разворачиваюсь. Они часто заходят за спину, чтобы тебя рассмотреть. И тут ты можешь ее поймать. Идеальный выстрел. Лучше не придумаешь. Полежал, расслабился. Делаю свой первый нырок за этот день. Нахожу удобный камешек. Мне больше всего нравится упереться грудью и положить руки на камень. Это намного удобнее, чем лежать на ровной поверхности, потому что тогда приходится выгибаться в спине, чтобы что-то видеть. Вижу стаю кефали вдалеке. Я понимаю, что стрелять в нее нет смысла. Глубина в этом месте примерно 7-8 метров. Лежу еще немножко и всплываю. Я довольно много нырял за эту охоту, но все, что я видел со дна, это кефаль. Большая часть рыбы мне попалась, пока я плавал по поверхности. Вот, например, небольшой сарго. И опять же я поражаюсь тому, насколько по-другому стало ощущаться ружье. Я стал намного более уверенным в далеких выстрелах. К этому моменту уже немножко стемнело. Я вижу стаю барракуд, проплывающих подо мной. Я быстро стреляю по последней барракуде. Она немного замешкалась и не поспела за своими друзьями. В идеале ты хочешь наткнуться на барракуду, будучи под водой. В этом случае у тебя будет больше времени прицелиться. Когда ты на поверхности, рыба относится к тебе совершенно по-другому. Особенно барракуда. Как видно, они все уже начали убегать от меня, но одна замешкалась. Как раз та, которую я подстрелил. Она была последней в стае. Моя первая среднеземноморская барракуда, я очень доволен. Наконец-то. Тут, если честно, я бы хотел помолчать. Уж больно мне нравится этот нырок.
очень хороший день. Дорадо. Я очень доволен. В последнее время я начал чистить рыбу в воде в конце охоты. И заметил, что если я делаю это на закате, то за это время на меня обязательно выйдет несколько луфарей. Это просто неизбежно. Я навязал себе на ружье маленькую петельку, которую я держу на мизинчике, в то время как пользуюсь двумя руками. И если мне нужно ружье, то я выбрасываю из рук рыбу, перекручиваю ружье, и я готов стрелять. Обожаю эту рыбу. Я обязательно покажу в одном из следующих видео, как я ее ем. А ем я ее просто сырой. Я знал, что он выйдет. Я его ждал. Я его ждал. А вот и он. В общем, все супер. Луфарь хорошенький. Дорадо пузатенькая. Безумно вкусная рыба, безумно вкусная. Моя первая барракуда из Средиземноморья. Баросарго и кефалик. Кефальки так, пристрелочные были. Для нового сетапа на ружье. Класс. Фух. Такой вот недельный рацион получился. Спасибо. Вот цветочек. Пишите свои комментарии с идеями для следующих видео. Пишите свои комментарии просто с ощущениями. Оставляйте свои лайки. Оставляйте свои дизлайки. Спасибо большое. Также ищу компаньонов в Валенсии, каких-то машинистов. Хочется ездить в разные места, а машины, к сожалению, у меня нет. Ну и просто общаться с людьми тоже хочется. Так что, кого интересует, пишите. Спасибо большое.